Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Вы все прекрасно знаете, зачем мы здесь сегодня собрались. У Оливии Родриго вышел второй студийный альбом под названием Guts. Одна из самых ожидаемых громких пластинок года, одна из явно самых дорогих, потому что ее лейбл объективно очень много денег и промоушена в это вкладывает, поэтому, конечно же, пройти мимо нее нельзя. К тому же на дебютник Оливии Родриго у меня не было обзора, поэтому сейчас исправлюсь, заодно в конце расскажу вам, какая была моя оценка дебютника. Естественно, в рамках карьеры одного артиста мы сравниваем альбомы, поэтому в конце проведем параллели, я быстренько пробегусь по песням, потому что прям долго говорить о каждой отдельной, честно говоря, нечего. Также традиционно сделаем выводы, и в конце я поставлю свою оценку. Без лишних предисловий начинаем. Итак, что весь альбом Guts, в целом всю его эстетику и направление Оливия Родриго задала двумя синглами, которые вышли перед альбомом. Все, знаете, в лучших поп-традициях, с клипами, с промоушеном, с радио. И это были синглы Vampire и Bad Idea Right. Я не вижу смысла на них останавливаться супер подробно, потому что на оба сингла я писал письменные рецензии в свой телеграм-канал. Можете ссылку найти в описании. У меня помимо шоу-биза, где новости, есть отдельный телеграм-канал, куда я скидываю только свои письменные рецензии. Это в основном какие-то синглы, потому что на синглы я не делаю видеообзоры, какие-то более мелкие альбомы мелких артистов, на кого я не готов посвятить целый ролик. Можете подписаться, почитать. Я тоже стараюсь над этими ревью. Но в целом эти два лид-сингла задали некую траекторию пластинки, то есть было понятно, что нас ждет снова такой вот поп-рок, очень такой громкий, тинейджерский. При этом я считаю, что Bad Idea Right, наверное, получилось чуть-чуть сочнее, что ли, именно инструментально, чем Vampire, но при этом, допустим, Vampire выиграл лирически, выиграл крутым бриджем, то есть песни довольно были неплохие, нельзя сказать, что это был какой-то охренеть какой артистический рост для Оливии Родриго как артиста, но вот затравочка была хорошая, поэтому альбом в целом ожидался. Я не тот человек, не тот критик, который строит себе какие-то ожидания в голове, честно, ни от кого уже не делаю такого, вообще не занимаюсь. Во-первых, это помогает не разочаровываться, во-вторых, с свежей головой подходить к любому новому материалу. Я так делаю уже вот последний где-то год, и, знаете, очень хорошо помогает и вообще как бы вот чистит странные какие-то мысли или непонятные ожидания в голове. Ну и вот вышел альбом Guts. Я, как всегда, если что, дисклеймер, я слушаю альбомы на новозеландском Spotify. Мне это позволяет немножко времени дать подготовиться заранее, заодно выдать вам ревью пораньше, если есть такая возможность. Поэтому, да, у меня доступ был часов где-то за 9-8 до того, как он вышел в Европе. Как обычно, я слушаю альбом 2 раза подряд, чтобы составить свое мнение. И открывшись такой вполне себе, знаете, такой громкой, задорной песней All American Beach, мы перешли к двум синглам, о которых я уже говорил. Отмечу, что мне очень понравился переход от All American Beach к Bad Idea, то есть таких как бы связанная немножко композиция за счет вот этого вот скрипа двери, то есть что как бы вот она перешла условно или из одной комнаты в другую, или просто пришла к кому-то домой на вечеринку, что, собственно, было в клипе на Bad Idea Right. А из такой мид-темповой Vampire, которая у нас сошла третьей композиции, мы переходим к первой балладе на альбоме, то есть, по сути, четвертый трек альбома — это уже баллада, интересный выбор для поп-пластинки, называется Lazy, вполне себе неплохо она прозвучала, чем-то отдала такими вот вайбами, там, условный Тейлор Свифт и альбома Evermore. Вот дальше пятым и шестым треком пошли две композиции, которые мне действительно очень понравились. Это Ballad of a Ballad of a Homeschool Girl. По названию почему-то казалось, что это будет что-то очень нудное и неинтересное, а в итоге очень даже, знаете, такая приятная по темпу, по лирике, в целом по вот какому-то видению композиция. И следующая Making the Bad, очень красивая баллада, наверное, лучшая баллада на этом альбоме, проникновенная, чувственная, очень такая, знаете, приятная, не супер чем-то перенасыщенная, но вот, знаете, когда слушаешь, и ты такой, ну вот да, красиво.
Но при этом пятый, шестой трек, которые называют чуть ли не самыми лучшими на альбоме. Дальше у нас идет седьмой, восьмой трек. Седьмой — это Logical, и тут, я считаю, пошел вот некий такой провал альбома немножечко. Прям вот, знаете, в центре мы налажали, потому что и Logical, и Get Him Back мне не понравились. На Logical ты очень как-то, вот знаете, резко, очень моментально вспоминаешь о том, что Оливия Родриго — это, по сути, еще ребенок, подросток, и вылезает вся вот эта вот присущая подростковая лирика, хотя, казалось бы, Оливия Родриго может ее избежать, потому что я не говорю, что это прям как-то плохо или так нельзя делать, но с ее претензией на такой большой глобальный поп-альбом в целом можно было это как-то доработать, и тут мы получили вот эту вот лирику из разряда 2 плюс 2 равно 5, а я тебя любила, а он меня не нашел, тенью за ним ходила, вот это, ну, вы понимаете, да, что-то меня не туда занесло. Но вот как будто, знаете, с ее образом и тем, как она себя уже строит и подает, уже немножко не резонируются вот эти вот тексты из разряда «мне 15 лет, и я так сильно страдаю». И то же самое в целом получилось на композиции Get Him Back, поэтому действительно, вот знаете, такой, ну вот, неприятный провал случился в середине альбомчика, ну вот, бывает. Но при этом, чтобы не сильно расстраиваться, после двух этих композиций у нас идут 4 последние песни этого альбома, и все они хорошие. Отдельно хотелось бы отметить Love is Embarrassing и закрывающую Teenage Dream. На Love is Embarrassing просто, знаете, все хорошо прозвучало, тут уже и текст получше, и исполнение здоровское. Ну, то есть вот видно, что над песней как будто поработали больше или приложили больше каких-то усилий и видения других людей, продюсирования. А Teenage Dream, закрывающая, как будто, казалось бы, такой, знаете, типичной балладой, которые закрывают почти любой альбом. Это присуще всем поп-пластинкам. Обычно закрывают их балладами, если вы вдруг не замечали. Но эту песню очень спасает концовка тем, что вот она так раскрывается красиво, громко, ярко. За счет этого она кажется, вы знаете, таким вот тинейджерским восприятием, которое всегда немножко во всем том, что они делают вот немножко too much. И вот здесь вот этот too much показался очень в тему, то есть это не казалось каким-то ребячеством или попыткой, не знаю, выдать очередную драму для подростков. Нет, тут это уже как раз-таки, знаете, казалось таким вот интересным, классным ходом. Ну и в целом, что касаемо отдельных треков, это все, что я хотел сказать. Давайте переходить к выводам по альбому. Тут уже будет поинтереснее. Ну что, альбом Gods, Оливия Родриго. Что хочется сказать? Для меня этот альбом прошел таким, знаете, неназванным вот где-то на подкорке мозга слоганом под названием «Ну, вроде как». Объясню, что это значит. Этот альбом, ну, вроде как какой-то рост от ее дебютника Sour. Не буду таить никаких интриг, я альбому Sour ставил оценку 6.9, я считал это вполне неплохим дебютником, но каких-то диких восторгов он у меня не вызывал. И вот с альбомом Guts Оливия Родриго, ну, вроде как, немножко начала расти. Но опять же, ну, вроде как. То есть мы здесь не получили каких-то разительных изменений, которые прям, знаете, можно мощно заметить по сравнению с альбомом Sour. И, наверное, в этом плане Родриго немного проигрывает своим коллегам по сцене, то есть тем, у кого тоже вот последние пару лет выходили их софтморы, это вторые альбомы, это та же Билли Айлиш, это та же Дуа Липа, это Лизо. И нельзя прям сказать, что у каждой их второй альбом получился лучше, чем дебютник, нет. Но факт был в том, что они все были другие. Причем заметно другие, поразительно другие. То есть Билли Айлиш пошла в более, ну, такой персональный подход. Дуа Липа выдала нам Future Nostalgia. Тут как бы не надо даже описывать. Лизу со Special попыталась более в свою тему, хотя альбом тоже мне не очень понравился. Оливия Родриго же осталась в своей тематике. То есть, по сути, это такой вот очень близкий брат альбома Sour, ну, такой, вы знаете, которого родили на пару лет постарше. Отдельные места этого альбома напоминают и Майли Сайрус, и Тейлор Свифт, и Аврин Лавин, и Wet Leg, и Paramore. И вот все вот это как будто смешалось в чем-то таком вот едином порыве, с немножко, знаете, такой наивной лирикой подростка, с таким вот игривым звучанием продюсера Оливии Родриго, который остался таким же, как и на альбоме Sour. И вот, ну, вроде как это альбом крупной поп-артистки, которая пытается нам выдать второй студийник как-то помасштабнее, поинтереснее, а вроде как это все еще артистка Дисней, которые просто разрешили материться на песнях. И вот на этом диссонансе построено в целом все мое мнение по поводу альбома Guts, потому что он, ну вот вроде как,
но вроде бы не совсем. Скажу так, в чем для меня разительная разница альбома Sour и Guts, это в том, что альбом Sour кажется более хитовым. То есть альбом Sour — это альбом, в котором можно выцепить более хитовые, более яркие, более какие-то искрящиеся композиции и именно выделить их с альбома, при этом все остальное, честно говоря, не кажется чем-то выдающимся или суперинтересным. При этом на альбоме Guts таких вот stand-alone, скажем так, треков особо не найдешь. То есть альбом кажется более каким-то, знаете, собранным, сложенным вместе, вот как какой-то пазл, кубик Рубика. И получается, что за счет этого цельно он звучит пологичнее, чем альбом Sour, и в этом его плюс. Я люблю такие работы, когда в нее вкладывают концепцию, пытаются как-то все подобрать и собрать вместе. Но за счет жанра Оливии Родриго и того, в чем она работает, вот не хватает как будто, вы знаете, каких-то вот штамповых мест на альбоме. Опять же, это не супер плохо или какой-то глобальный минус, но это при этом притягивает твое внимание к тому, что с этим альбомом мы не получили какого-то супер вот развития. Вот все обычно жалуются, что вот почему критики требуют от артиста развития, чего-то нового, чего-то интересного, потому что это показывает их подход к своему материалу, то, как они ценят сами себя как артиста, потому что, опять же, уже несколько лет прошло все-таки с альбома Sour, Оливия Родриго подросла, она поднабралась опыта в индустрии, и в целом уже можно с этим работать и что-то из этого лепить другое. Это, может быть, не лучше было бы, но как-то, знаете, другое, вот интереснее, чтобы это было. То есть я, например, считаю, что альбом Happier Than Ever от Билли Айлиш не является лучшим, чем When We Are Fall Asleep, Where We Go, но он интересный. И за счет этого Билли Айлиш кажется, вот знаете, артисткой, которая следует по какому-то пути, а Оливия вот как будто поперла по протоптанной дорожке. Но при этом, опять же, какие-то подвижки на этом альбоме есть, что подводит к мысли на то, что, видимо, она решила немножко растянуть свою вот эту вот успешную резину, и какие-то более интересные изменения мы получим уже на третьем студийнике Оливии Родриго, поэтому вот придется подождать, но пока послушайте вот это, потому что это тоже неплохо, как-то вот так нам подали этот альбом, как я считаю. Ну и если брать это все во внимание, то я хорошо подумал, и я решил, что я ставлю Оливии Родриго с альбомом Guts оценку 7.1 из 10, что немного выше, чем Sour, и, наверное, в этом есть какая-то логика, потому что вот нам выдали какую-то более цельную работу, с какой-то, знаете, очень дальновидной, но все-таки претензии на какое-то будущее развитие. Я это, естественно, принимаю во внимание. Также могу отметить, что нету каких-то супер плохих песен, то есть даже несмотря на те две, которые я назвал провалом альбома, они не ужасные, просто они проигрывают всему остальному. Пластинка в целом держится очень неплохо. Главное, что начало и конец приковывают внимание действительно хорошими композициями. И за счет этого альбом слушается легко, приятно, ненавязчиво. И я понимаю, что вот эта вся тинейджерская такая вот некая мелодрама, весь этот посыл уже в целом не сильно на меня действует, потому что я не вхожу в демографию Оливии Родриго, очевидно. Но при этом, как обычно, к прослушиванию любых альбомов как критик я подхожу абсолютно с open mind, с открытым мозгом, с открытым мышлением. Соответственно, я понимаю, чего она хотела добиться этим альбомом, что она хотела им сказать. И я, естественно, даже за какие-то там наивные моменты или еще что-то такое подобное не снимаю ни баллов, ни критикую, потому что для той задачи, которую она себе поставила, это работает. Соответственно, все с этим окей и хорошо. Ну и это все, что я хотел сказать по поводу нового альбома Оливии Родриго «Guts». Обязательно пишите ваше мнение в комментарии, в целом поддерживайте ролик, это очень помогло бы ему выходить в рекомендации, поэтому правда, не забывайте там лайк поставить, коммент написать, даже если вам лень там расписывать свое мнение об альбоме. Если вы его еще не слушали, я для вас такой вот немножко спойлер, то как послушаете, обязательно вернитесь и напишите мне, что как, какие вам песни понравились, какие нет, что вы думаете о таком варианте развития событий для Оливии Родриго. Мне будет очень интересно почитать. Я всегда вам отвечаю, очень-очень ценю в целом поддержку канала. Ну и, конечно, не забывайте, что у меня есть телеграм-канал Шубиз, что у меня есть телеграм-канал с письменными рецензиями, все ссылки внизу. Также у меня есть канал на Бусти, где выходят всякие дополнительные плюшки, какие-то мои дополнительные оценки. Там, например, можно посмотреть целиком премиум TVMA 2013, который 10 лет исполнилось в этом году. Всякие концерты я туда периодически пощу, которые трудно где-то найти. Ну и в целом, в общем, если хотите поддержать мое творчество, скажем так, то просто можете подписаться на Бусти, выбрать себе там уровень, не знаю, Лана Дель Рей,
или кто там есть, Рита Ора, есть Бейонсе, есть Гарри Стайлз. Ну, в общем, пошарьте, если вам интересно, посмотрите. А я жду ваших комментов и обсуждения альбома Guts от Оливии Родриго. У меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.